Всем привет! С вами снова я. И сегодня я расскажу историю о том, как я решил снять видео по Майнкрафту в 3 часа ночи. Ну а я вас хочу поблагодарить за 500 подписчиков. Это очень большая цифра. Я уже половине школы в моем селе Залупинск рассказал об этом. Ну а наша следующая цель — это 1000 подписчиков до конца лета. Ну а так как подписчики набираются достаточно быстро для такого крупного канала, как у меня, думаю, мы справимся. Ну а мы начинаем. Я хотел начать самый обычный летсплей по Майнкрафту, но из-за нехватки времени, ведь я занимался очень важными делами, я начал записывать ночью. И сегодня мы отправимся в путешествие на лодке по океану. Бедно находить всякие сокровища. Тогда я еще не знал, что это будет последнее путешествие в этом мире. В прошлой серии мы приручили собак, и я построил этот замечательный дом. Вместе с фермой. Это Снюсарбас, это Снюлиза, а это Снюсурик. За окном моя чудесная ферма. Ребята, а почему у меня туман появился? Не помню, чтобы он был. Тут я уже начинаю рассказывать о том, зачем мне это путешествие. А мне нужны были алмазы, а в шахту идти было лень. И тут я отправляюсь в путь, у которого не будет возврата. Ребята, тут какая-то постройка. В этот момент все и начинается. Может, тут сундук есть? Ладно, пофиг. Что это такое? Что это за яма? Думаю, в этот момент все нормальные люди бы вышли. Но не я, ведь у меня включена запись. И я решил, что хорошая идея все это продолжить снимать. Это ты? Нет, не я. Я подумал, что будет отличной идеей спуститься вниз. Я не знаю, что там будет, но надеюсь, мои ресурсы не пропадут. Прыгаем. Ао, тут какая-то дверь. А вдруг там будет опасный снюсоед, и он меня съест? Ладно, открываю. В этот момент я испугался. Ау-ау, что тут происходит? Помнишь меня? Нет, кто ты такой? Не думаю, что нужно заходить в портал. Ау, еще табличка. Если не хочешь, чтобы мир удалился, просто выйди. Нет, я не выйду. Мне видео по майну снимать надо. Ладно, возьмем всю силу себе в руки. Уверенность и смелость себе в штаны. И кое-что под трусы. Погнали! Мы в аду. И что тут? Ну вроде. Еще портал. С ним что-то не так. Тут много табличек. Ты точно помнишь меня? Да кто ты? Поверь, лучше реально выйти мира. Ты же не хочешь, чтобы мир пропал? Ведь так? Не хочу. Будет хуже. Не будет. А если и будет, то я все запишу. Я снова зашел в портал. И попал в обычный, но какой-то странный мир. Кроме этих ресурсов у меня не было ничего. Я нашел курицу. Я попал в довольно знакомое место. Я услышал звук, но никого не заметил. От страха я решил все-таки уйти с этого места. Но взяв себя в руки, решил вернуться, чтобы осмотреть то место. Но курицу кто-то убил. Я начал медленно приближаться, чтобы подобрать мясо, при этом смотря в то место. И вдруг я заметил силуэт. Я понял, что стоит срочно уходить. Я бежал очень долго. Стало темнеть. И вдруг... Ребята, я нашел еще портал. Все еще хочешь продолжить? Да. Я уж лучше продолжу, чем останусь тут. Я снова очутился на поле. Только никаких ресурсов у меня не было. Поняв, что все старания и время на постройки и ресурсы были зря, решив осмотреться на местности, я нашел деревню. Сразу же решил залутать ее. И вот такой лут с нее получил. Решил добыть дерево для первых ресурсов. Сделал верстак, кирку и пошел добывать немного булыжника. Немного задержался в шахте. И подобывал железо. И уже к темноте лег спать. Не думая, что следующий день будет последним для моего мира. Проснувшись, житель, которого я выгнал с его кровати, исчез. Выйдя на улицу, я думал, что пропал только житель, который был рядом. Но я ошибался. Пропали все жители. Когда я посмотрел в море, я понял, что жители не исчезли, а погибли. И не только жители, а все мобы, кроме меня. Стали появляться новые мобы. Я подумал, что оставаться в этой деревне не стоит. Вдруг я тоже погибну. Лучше наблюдать за деревней в стороне, чтобы видеть, что там вообще происходит. Ну что же, дорогие друзья, я тут подумал, ну нафиг эту деревню, она проклята.
Я лучше в землянке поживу, чем там. Я продолжил строить дом. Стоило мне поставить дверь. В чате я увидел сообщение от игрока с ником Darkcraft. Он поздоровался с смайликом. Мне стало совсем уже не по себе. Я спросил, кто он. Он опять написал: «Не помнишь?» Я уже стал понимать, что это был один из той загадочной команды из прошлых выпусков. Но я все равно сказал, что не помню. Я спросил, что ему опять нужно. В этот момент я окончательно убедился, что это именно та команда. Я спросил: «Ну и что?» Он сказал, что если я продолжу заходить в любую игру в 3 часа ночи, то они найдут меня. И наконец я спросил, что нужно сделать, чтобы они отстали. Они сказали удалить все видео в формате 3 часа ночи. Но мне не хотелось, ведь под прошлым видео набралось более 1000 просмотров. Я крепким сообщением ответил, что не буду это делать. Они написали, что предупреждали меня. Больше сообщений не было. Я стал ожидать чего-то, стал смотреть на улицу. Но даже простых мобов там не было. Но в один момент факелы ломаются. Я очень испугался. Вернув факелы на место, я вышел из дома и просто офигел. Вся деревня осталась без факелов. Стало тихо. Было такое ощущение, что за мной уже наблюдали. Я думал, что прямо сейчас на меня могут напасть. В один момент я услышал малозаметный звук в полной тишине. Он доносился из шахты. Я уже думаю, что мне в любом случае конец. Решил спуститься, понимая, что скорее всего будет последним моим решением. Стало настолько темно, что даже факел еле справлялся. В один момент я не смог управлять персонажем. Такое ощущение, что он был парализован. И я затаил дыхание в ожидании худшего. И я увидел его. Майнкрафт крашнулся. Мира больше не было. Посмотрев все файлы, я не заметил ни одного файла моего мира. Неужели это конец Майнкрафта?